Начинается наш новый день в Хорватии. Нас сегодня встречало прекрасное утро. Вчера после обеда и до самого вечера шел дождь, а сегодня уже погода наладилась. Кстати, здесь податься на пляже прямо есть пекарня, и она здесь не одна, тут есть и магазинчики. Ну, вот в этой пекарне продают булочки с разными начинками, с творогом, с мясом. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже предпоследний день отдыха. Завтра будем выселяться из этого отеля и ехать дальше. Сегодня план покататься на кораблике, если получится, потому что здесь как бы нету на берегу касс. Не знаем, можно ли без билета садиться, оплачивать там на самом судне. Если получится, если нас возьмут, то еще покатаемся. Встали сегодня рано. Так прям не хочется отсюда уезжать. Природа, конечно, завораживающая. Ну, даже если вдруг не получится покататься, будем просто отдыхать и ехать дальше по нашему маршруту. Хорошего дня нам и вам хорошего дня. Прекрасного настроения. Мы этот кораблик увидели еще в первый день нашего приезда. Он где-то в 9 утра приплывал сюда, в Подацу, и вечером где-то к 18:00 привозил назад людей. Мы заметили его, но вот узнать у кого-то насчет билетов, ну, как бы языка не знаем, поэтому не могли узнать насчет билетов. Но все-таки надеюсь, что нас возьмут, потому что, ну, какая разница, где заплатить, на судне или так. Все-таки сели мы на кораблик, сидели в ожидании, не знали, сядем или нет. В общем, плывем, тоже даже не знаем, куда мы плывем, по каким островам, какая программа будет. 35 евро билет стоит с человека. Мы поднялись наверх, и здесь заняли себе хорошие места. Ну, внизу еще есть тоже как бы более теплое такое помещение, где закрыты окошки. Если холодно, можно спускаться туда. И вот мы подплываем по местам, к которым мы уже шли пешком. Тогда мы с Виталиком дошли до Древенника. И сейчас тоже проплывали за острог и отель. Тут по пару человек там садилось. И вот так едем и любуемся, конечно, с моря. Вид совсем другой. И чем дальше отплываешь, тем горы все больше и больше открываются. Открываются уже и вершины, те, которые за этими горами. На судне играет хорватская музыка. Ну, и обстановка такая хорошая. На судне предлагают напитки, чай, кофе, водичку. Ну и как бы более крепкие напитки. Но это все за дополнительную плату. А в цену вроде бы как должно быть включено обед, там рыбка, салат и вино. Но это будет, нам сказала официант, где-то во второй половине дня. На кораблик подсаживается группа большая. Видно, это какой-то, я не знаю, нам показалось, что это какой-то автобусный тур. И, ну, они еще купили себе поездку на остров. Уже людей стало больше, но места всем достаточно. И в такой как бы хорошей атмосфере мы плывем дальше.
кораблике нам принесли раки, такой их местный напиток, на запах как самогон. Хорошо у меня оказался персик с булочкой, закуска сейчас будет. После раки настроение у многих улучшилось, и дорога протекала еще веселей. А вообще мы плыли 3 часа до острова Корчула, как мы впоследствии узнали название этого острова. Вообще программа такая, что плывешь 3 часа до острова, потом 3 часа дают побыть на острове, сам ходишь, осматриваешь окрестности, и потом опять же 3 часа плывете назад. В общем, кто любит такие морские прогулки, всем советую, потому что увидеть острова Хорватии, это, мне кажется, стоит, потому что Хорватия вообще это, как считается, страна островов. А на островах везде есть красивые города в стиле хорватском, много разных достопримечательностей, а также они славятся хорошими красивыми пляжами. И множество туристов почему-то выбирают острова для отдыха в Хорватии. Ну вот и мы решили посетить, чтобы посмотреть, чем отличаются острова от просто такой наземной части. Наша первая остановка в этом круизе. Так подозреваем, что она будет и последняя. До 3 часов мы тут сейчас будем гулять. Корчула – это второй по населению остров Хорватии. Более 18 тысяч человек здесь проживают. Сюда приезжают ежегодно более 1 миллиона туристов. Обычно добираются сюда паромами из Сплита или же из Дубровника. Какие кораллы красивые, а из них сережки, бусы. Этот остров является родиной Марко Поло. Этот остров с богатым прошлым. Здесь жили финикийцы и древние греки, славянские племена, генуэзцы и венецианцы. С XVIII века Корчулой управляли Франция, Австрия, Италия и Югославия. И только с 1990 года остров стал частью Хорватии. Такое смешение культур отразилось на архитектуре острова, на его достопримечательностях, а также на местных традициях. Современная Корчула – это уникальный образец сохранившегося средневекового города. Узкие улочки, каменные бухты, старинные здания, необычные церкви. Ну а также необычайно красивое море и очень-очень прозрачная чистая вода. Идем здесь гуляем возле набережной.
Рядышком кафешки, люди сидят на берегу, выпивают. Минут 40 мы погуляли по этому городу. Здесь много туристов, заполненные улочки, красивая архитектура, красивые яхты. Есть на что посмотреть. А также вот такие старенькие домики, в которых живут люди. Или это хостелы здесь, не знаю. А это очередь на паром. Оказались на таком прекрасном острове. Сначала походили по верху, погуляли, а сейчас спустились вниз. Тут такие как каменные площадки. Есть спуски в воду, покупались, поплавали. Зашли в супермаркет, купили продуктов. Сейчас покушали здесь на берегу с вот таким вот видом прекрасным. И отдыхаем, наслаждаемся до 15:00. У нас отдых, и потом мы опять садимся на нашу эту лодку, корабль, как его назвать, и плывем уже в обратном направлении. Тут ходят большие паромы, сюда приплывает много людей, а также и уплывает отсюда. Ну, своеобразное такое место. Только что поплавала с маской. Видела большую рыбку одну и много маленьких. Ежей, конечно, очень много здесь. Такие интересные лежат, и камушки на себя понакидывали, как будто они в домике. Так интересно на них смотреть. Вот здесь такие прогулочные катера катаются. А нам остался часик еще отдыхать, а потом уже пойдем на корабль.
наш отдых на острове закончился. Спешим на кораблик на наш, потому что нас предупредили, что ждать никто никого не будет. Кто опоздает, тех заберут завтра. Принесли нам на кораблике вино, еще какой-то напиток. Сейчас будем пробовать. Принесли нам рыбку и салатик. Не знаем, входит ли это в оплату. Посмотрим на выходе. Блин, там аж судно переклонилось. Здесь можно наблюдать, насколько популярны в Хорватии острова, сколько людей садится на паром. Всю дорогу нас сопровождали чайки, люди их подкармливали остатками еды, они с удовольствием летели возле нас. Вот наступил прекрасный вечер. Хочется запомнить это все, оставить в своей памяти подольше это море, эти горы, этот прекрасный закат и запах хвои. Как я уже и говорила, сегодня последний вечер у нас в Хорватии. Завтра будем ехать в Черногорию. Сегодня вышли на набережную походить, проститься, так сказать, закат посмотреть. И сегодня катались на кораблике, получили массу впечатлений, отдыхали на острове. В общем, день прошел вообще великолепно. Завтра уже будем ехать в сторону Черногории, планируем еще заехать в Дубровник. Надеюсь, вы вместе со мной насладились прекрасной Хорватией в моих видео. Думаю, что вам понравилась природа, так же, как и мне. Это прекрасное море. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень рада. До новых встреч уже в видео с Черногории.